Итак, переходим к сборке нашего мишки. Примерно как он у меня сейчас вот выглядит. Сейчас я вам объясню, что я сделала. Прежде всего, наше тельце, вот его центральная часть. Вот здесь это место будет у нас на животике, которое мы не зашивали. Вот это спинка более выпуклая. Это спинка нашего мишки. Вот это шов, пересекающийся сверху. Вот, отступаем от среднего, от этого шва где-то примерно сантиметр, ну, даже, наверное, 1,3 сантиметра. И делаем с помощью шила или помощью пицы обычной отверстие длиной примерно вот так до начала нашей ножки, длиной такой. Потом мы вытаскиваем и вставляем в это отверстие проволоку достаточно плотную. У меня вот такая флористическая, ее очень сложно согнуть, как бы достаточно крепко. Ее согнуть, конечно, можно, но это самое крепкое, что могла я найти у себя. То есть вот, смотрите, вот ее длина должна быть какая. Вот отсюда до сюда. Это где-то сантиметров 10. Кончик оставляем сантиметра 3-3,5. Вот наша головка. Здесь вот пересекаются линии трех прямых. И вот именно здесь вот мы заканчивали шить наш ротик у мишки. И именно вот в этом месте пересечения мы должны будем одеть головку. Она примерно вот так должна у нас выглядеть. Мы потом возьмем нитку с иголкой и вот шейку с головкой аккуратненько еще как бы соединим. Что касается ручек. Ручки я уже пришила как-то. Вот уже поздно было снимать. Очень плохое освещение было, поэтому я это сделала без вас. То есть отступаем опять же вот это вот место, считаем главным, то есть место пересечения центрального шва и вот здесь вот, где вот у нас лопаточки должны быть. То есть вот по центру как бы эта линия идет, то есть вот от центральной отступаем 2,5 где-то сантиметра. Это будет вот эта точка пришива. Вот то же самое здесь, сантиметр 2,5. Вот. То есть вот по этой линии середины у нас пришиты две ручки. Они пришиты достаточно хорошо. Ручки, видите, хотя они просто пришиты вот такой капроновой нитью, несколько раз затянуто хорошо. И, в принципе, достаточно это для такой игрушки. Без шплинтов, самый легкий вариант, доступный. Теперь нам нужно найти место пришива ножек. Вот как пришить ножки, пришиваются точно так же, как и ручки. Да? Только смотрите, здесь, чтобы найти место пришива, мы кладем, во-первых, вот эти вот темные части, я рассчитывала, что это будет как бы у нас внутренняя часть. Ножки должны располагаться примерно вот на одном расстоянии, что и наши ручки. Только правильно найти место крепления можно вот как. Садим нашу мишку вот опять же здесь вот снизу место пересечения на вот это место пересечения. Как бы вот так вот у нас будет сидеть наш мишка. Подкладываем с одной стороны и с другой стороны ему две ножки. Вот так, чтобы он сидел. Вот как бы он так вот должен сидеть. Это место, смотрите, вот середину, то есть где-то вот тут, вот в этом месте. Идем вот сюда, вот. И вот в этом месте мы будем их крепить. Что это за точка? Смотрите, вот у нас опять снизу, вот у нас заканчиваются наши выточки. И буквально опять же где-то вот почти сантиметр, да, выше, где-то 8 миллиметров выше. С одной стороны и с другой стороны это будет как раз, вот, видите, вот заканчивается выточка. Где-то около сантиметра. Дальше как будто продолжаем эту выточку. И здесь будет место пришива наших лапок ножек.
Вот, да, где-то сантиметр как раз и есть. То есть сантиметр выше очень удобно. То есть мы примерно знаем, где подшить наши лапки. Вот. Здесь вот опять-таки вот выбираем примерно, то есть вот как бы круг, вот, и центр его ищем. Все. То же самое, как бы вот это вот верхний круг и вот центр. Вот, теперь берем кукольную иголку. Вот она у меня такая, не сильно длинная, ну также скажем, вот такой длины. Берем нитку капроновую, завязываем в конце, делаем узелок. Вот так. Немножко узелок вот так вот. Берем нашу, ручки оставляем, то есть как бы вот вверх, чтобы они не мешали. Вот, берем одну нашу ножку, неудобно. Вот эта ножка будет вот так идти. И с обратной стороны, вот та часть, которая будет крепиться к телу, именно на этой части мы прокалываем нашу ножку. Можно взять плоскогубцы и плоскогубцами вытащить иглу. Мы закрепили, видите, вот, полностью закрепили ниточку. Она у нас хорошо держится, вот можно ее подергать. И теперь подставляем к этой точке, вот, отступаем буквально вот какую-то ниточку маленькую и опять ведем сюда же, опять рядышком выводим, вот, вывели, подставляем вот эту точку и ведем вот до этой точки нашу иглу. Старайтесь, чтобы она у нас прошла именно вот в том месте, где мы ее, вот еще, вот, чтобы она попала именно в то место, где мы ее наметили. Теперь подставляем, ищем серединку намеченную, вот круг, вот центр круга и ведем вот до метки, которую мы с вами установили. Вытаскиваем иглу, вот. То есть нижние как бы ножки мы с вами немножко собрали. Но чтобы их еще собрать, нам нужно таким же образом немножко отступаем, буквально там какую-то там несколько долей миллиметра, и вытаскиваем рядышком, прям буквально рядом, ведем нашу иглу назад. Так, теперь опять отступаем чуточку, буквально совсем немножко, ведем до вот этого отверстия. Так. Так, стягиваем все. И теперь ведем нитку, заканчиваем ее как бы опять вот здесь. Вот. Очень туго получается. Стягиваем как можно сильнее, вот, чтобы наши ножки вот стянули прям сильно-сильно, как только можно стянуть. Теперь идем назад, но уже таким образом стараемся пройтись, чтобы полностью наша игла прошла полностью вот рядышком с отверстием. Полностью, видите, вот игла полностью уже прошла. Вытягиваем ее, стягиваем, вот, стягиваем опять наши ножки, лапки. Вот, теперь уже точно ничего нигде не расползется. Ведем иголку назад только вот в это место. Вот, видите? Втаскиваем здесь иглу. Подтягиваем еще раз, подтягиваем все очень хорошо, прям сильно затягиваем. Вот игла, вот у нас где
видите, между ножкой. И теперь эту ниточка где у нас между ножками, теперь эту ниточку несколько раз вот так обкручиваем вокруг лапки. Вот. Теперь она никуда не денется. Вот. Нам можно ее где-нибудь там закрепить. Сейчас я попробую так закрепить, чтобы не было видно. Вот, видите, вывела сюда незаметно нитку. Здесь вот ничего видно не должно быть на лице. И поэтому все, что мы делаем, все должно скрыто быть. Вот. Берем, делаем узелок 1, 2, 3. Вот. Аккуратно стягиваем. Вот. Еще раз подтягиваем все. Теперь мы можем куда-нибудь, вот, куда-нибудь вот в шов, например, вывести кончик нашей нити. Вот я ее вывела. И прям под самый-самый корешок. Все. Вот. Я ее обстригла, а ее нет. Она как бы туда провалилась опять. Вот что получилось. Вот таким образом у нас получилась тильта с ручками, с ножками. Вот так у нас уже может тильца, да, все тут вот сидеть. Вот, чтобы игрушка стояла, тут надо еще туфельки сделать, ботиночки. И тогда, в общем, нашего мишку можно и поставить. Сейчас он у меня пока не стоит. Почему? Потому что, видите, у него обратная сторона немножко неровная, а вот продолговатая. И здесь, конечно, пока игрушка стоять не будет. Надо ему сделать устойчивые башмачки. Вот. Теперь мы делаем нашу головку. То есть мы ее как бы подставляем, мы ее уже наметили, где она у нас будет. Вот таким образом у нас будет головка держаться. Теперь берем опять же иголку и пришиваем. Сначала прячем вот как раз узелок, одеть головку. Придерживаем ее немножко по центру и пришиваем прям сначала вот чуть выше вот этого перекрестного шва. Захватываем с одной стороны. Так, теперь схватили опять рядышком немножечко головочки. Вытаскиваем. С другой стороны подхватываем чуть-чуть шейку. Вот. Стянули. Так, лапочка мне мешает немножко. Я вот так вот уберу. И сейчас вот просто очень тяжело шить. Ткань прокалывается сложно, но тем не менее она очень красивая. И надо просто потерпеть. И вокруг вот так пройтись, чтобы было аккуратно, ничего не видно, и помогать вот плоскогубцами. А если уж рукой так не хватает силы вытащить. Вот. И каждый раз, каждый стежок хорошенько вот так вот стягиваем. Так, осталось тут совсем чуть-чуть. Видите, я вот здесь вот прошила, и ни одного стежочка, да, здесь так и не видно, что вот. Насколько тут вот должно быть все аккуратно. Осталось еще сделать пару стежков, и в принципе хватит. Здесь вот немножко берем, прям совсем чуть-чуть. Вот. И вот если вы прям близко пришили, то есть шея такая не широкая, а узенькая, чем уже вот это вот место пришива, тем голова будет у вас более подвижная. Нам она не надо, чтобы она крутилась прям вокруг оси, правильно? Немножечко она будет у вас откручиваться. И этого вполне достаточно. Так, еще я бы подшила вот здесь уже точно, чтобы сами там смотрите, в зависимости от того, от надобности, сколько делать стежков. Стягиваем хорошо. Можно сделать еще вот здесь стежок. Вот тут
образовалась небольшая какая-то складочка. Вот, чтобы ее убрать, можно еще рядышком пройтись сверху, снизу. Вот, мы ее стянули. Все, этого стежка нет. Посмотрите, как аккуратно пришита у нас головка к телу. Ну вот, в принципе, можно еще даже как сделать. Сейчас немножко. Можно еще вот несколько так сделать витков, просто прокрутить вокруг головки нитку, стянуть еще ее побольше, вот так. Наш мишка будет одет, естественно, я так его не брошу. Еще нужно сделать одежду, и потом, когда мы его уже оденем, у нас будет просто чудесная мишутка. Как назвать еще ее, не знаю. Может быть, подскажете. Посмотрим. Вот, все. Теперь делаем прям где-нибудь так незаметно. Закрепить нам надо нитку. Завязываем узелок осторожно. И выводим нить, ну, где-нибудь, не знаю где. Вот так. Выводим. Вот тут у нас все, узелок спрятался, а тут берем ножницы и прям под корешок кончик стригаем. Все. Ну вот моя мишуля готова. Пока она у меня выглядит вот таким образом. Такую игрушку будет рад любой ребенок, но обязательно ее надо одеть. Сейчас она, могу ее вот посадить, то есть вот так будет выглядеть наш мишка. Вот. Такая красота у нас с вами получилась. Теперь нужно ее одеть. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Канунникова.